Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану. Выражаю ему признательность за проявленную им политическую волю и мужество. Почему? Да потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются. Уважаемый господин президент, дорогой друг, уважаемые дамы и господа, прежде всего хочу выразить признательность господину Эрдогану за приглашение принять участие в церемонии завершения строительства морского участка трубопровода «Турецкий поток». Но прежде чем говорить по существу, кстати говоря, мне, наверное, в чем-то придется повториться, но я сделаю это с удовольствием, что-то уточню. Но вначале я хотел бы сказать, что вот этот объем товарооборота, о котором сейчас президент сказал, 100 миллиардов долларов, в этом году Россия будет с Китайской Народной Республикой. Но почему с Турцией меньше должно быть? И с Турцией, конечно, мы добьемся такого же результата. Я даже в этом не сомневаюсь. А теперь, что касается нашего проекта сегодняшнего. Мы присутствуем действительно при очень важном событии, которое наглядно свидетельствует об эффективности партнерского взаимодействия наших стран в решении самых сложных и амбициозных проектов. Напомню, что соглашение о сооружении турецкого потока было подписано здесь же, в Стамбуле, 10 октября 2016 года. Кстати говоря, мне припоминается, или мы с вами знаем, кто предложил само название этому проекту «Турецкий поток». Ну так вот, 10 октября 2016 года, а сегодня, спустя всего лишь 2 года с начала реализации этого масштабного проекта, пройдет самый сложный его этап. Пройден самый сложный его этап. Это действительно серьезная, большая работа. Завершается строительство глубоководной части новой газовой магистрали. Уважаемые друзья, дамы и господа, хотел бы обратить ваше внимание, что добыча, транспортировка газа – это не примитивная работа, как кому бы то ни было могло показаться. Это сложное, это не просто дырку просверлить в земле и газ качать. Это сложная, высокотехнологичная работа, связанная с применением высоких технологий. И транспортировка, и добыча, и транспортировка. И я напомню, еще скажу об этом, это самый экологичный вид первичной энергии. Самый экологичный, самый востребованный сегодня в мире. По дну Черного моря на глубинах, достигающих 2 и более тысяч метров, а здесь об этом тоже уже было сказано, проложено, и здесь я должен немножко скорректировать моего коллегу, проложено в общей сложности 1800 километров труб. По первой из 2 ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй может транзитом через турецкую территорию пойти и в страны Южной и Юго-Восточной Европы. И это, безусловно, делает из Турции такой серьезный европейский хаб и без всяких сомнений будет отражаться на геополитическом положении Турецкой Республики. Впереди укладка сухопутной части турецкого потока. Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод, как и планировалось до конца 2019 года. Подчеркну, что в ходе строительства применяются самые новые технологические решения, используется самая современная техника, соблюдаются наиболее строгие экологические стандарты и нормы.
Отмечу, что Россия и Турция давно и успешно развивают сотрудничество в сфере энергетики. Об этом господин президент уже сказал. Напомню в этой связи также, что 13 лет назад мы вместе с господином Эрдоганом торжественно запустили первый трансчерноморский трубопровод «Голубой поток», который напрямую связал Россию и восточную часть Турции. Сейчас по нему осуществляется более половины всех поставок российского газа на турецкий рынок. Многолетняя стабильная эксплуатация этой энерготранспортной артерии, в том числе в сложные зимние периоды, подтвердила, что Россия является надежным поставщиком природного газа, устойчиво обеспечивает турецкую экономику экологичным и экономически эффективным видом топлива. Ввод в эксплуатацию турецкого потока, безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере. Будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего Черноморского региона, а также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех участников этого непростого проекта, экспертов и рабочих, техников и инженеров, и тех, кто обеспечил его финансирование. Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану. Выражаю ему признательность за проявленную им политическую волю и мужество. Почему? Да потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются. Именно это лежит в основе того доверия, о котором здесь было сказано турецким коллегой 5 минут назад. Без такого доверия подобные проекты, как я уже сказал, реализованы быть не могут. Но я хочу также выразить слова благодарности всем турецким коллегам и бывшему министру экономики, который стоял в начале этого пути, всем, кто своевременно давал разрешения на выдачу необходимых разрешений, лицензий. Хочу обратиться к членам парламента Турецкой Республики за поддержку. Все это позволило строителям идти в рамках намеченного графика и даже с некоторым его опережением. Уверен, что турецкий поток, как и другой наш совместный стратегический проект, первая в Турции атомная электростанция Аккую, станут ярким символом поступательного развития многопланового российско-турецкого партнерства, станут залогом дружбы между нашими народами. Я желаю всем вам и всем нам дальнейших успехов. Благодарю вас за внимание. Поздравляю. Tebrik ediyoruz. Sağ olun, var olun. Поздравляю. Добрый путь. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, проекты подобного рода и данный проект, в частности, не направлен против интересов кого бы то ни было. Проекты подобного рода носят исключительно созидательный характер. Они направлены на то, чтобы развивать отношения между государствами, создавать устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосостояния граждан наших стран. Реализация проектов подобного рода и этого в частности – яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы, потому что турецкий поток
полностью соответствует интересам национальной экономики Турецкой Республики. Поздравляю вас с завершением важнейшего этапа в его реализации. Спасибо, господин президент.